Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим таро-прогноз на следующую неделю. Следующая неделя с 13 по 19 апреля. Что нам эта неделя принесет волшебное, да? Вот такое вот какое-то понимание всех этих праздников, да и вообще весна в разгаре, да? И хочется волшебства, хочется исправлений, хочется чего-то такого доброго, мирного, чистого обязательно будет. Обязательно будет в нашей жизни. Да будет так. Итак, общий фон следующей недели. Одна карта из старших арканов. Дальше, с 13 по 19 апреля, послание стихий. Карта «Расскажи», что ты там увидишь. И гексограмма «Книга перемен». Почитаем, как всегда, в конце расклада, что она расскажет о следующей неделе с 13 по 19 апреля. Вот такая вот. Угу. Начинаем. Начинаем, как всегда, с общего фона. Ух ты, император выходит. Интересно. Знаете, эта неделя будет для вас как вот самое такое вот большое, самое сильное от этой карты общей энергии, да? Я знаю. Вот как будто бы кулаком по столу. Я знаю. Здесь нужно будет отменить логику. Вот такая неделя. Главное, не спешите на следующей неделе. Все важное будет приходить реально не через логику, не через какие-то там намеченные планы, а через ощущение «я знаю». И из любой ситуации, которая будет в вашей жизни, вы легко выйдете, обойдете. Не знаю, может быть, вам заранее с какого-то посыла будет. Это как странные совпадения могут быть, вещи и сны, внутренние озарения. И оно вот будет вам давать подсказку. И вы, да, действительно скажете: я знаю. И все. Я знаю, как идти, я знаю, что делать, я знаю, с кем разговаривать, я знаю, что покупать и куда ехать. Вот это такая вот неделя будет. Как бы император. И император любит покой, император любит тишину. Интуиция будет работать, логика. Нет, ну логика у людей есть, естественно. Хочется что-то просчитать, хочется планы себе набросать, логически подумать. Да, это, люди разные, и у кого-то это очень сильно. Но неделя реально говорит: отключите эту логику. И вам будет действительно дано что-то очень нужное. Когда вам будут подсказки идти через реальную интуицию, какие-то вещи и сны, совпадения, еще раз хочу повторить даже, и какое-то внутреннее состояние. Внутреннее состояние. Неделя тишины, интуиции, знаков, да? Неделя, где ты не столько действуешь, сколько считываешь пространство, сидишь и уверенно идешь. Вот так. Вот такая вот неделя общего фона. Но дальше читаем, да? Здесь у нас первая стопочка — это жезлы. И посмотрим планы реализации, поездки, все такое вот, да, действия. О, туз жезлов. Ну, это огонь, это озарение, это интересно, это сильная карта движения. Движение и вокруг своей оси, как говорится, да, и движение вперед. Яркое что-то. Поездки возможны. Даже какие-то, вот видите, сколько ленточек таких, да, судьбоносные. Потом, в принципе, планируем мы все, да, хоть и общий фон вот такой вот: убери логику, там, убери свои планы, но все равно планируем мы все, потому что, как без этого жить? И то, что вы будете планировать, оно как будто бы вот сложится, но, как вам сказать, больше как интуитивно соберется. И даже немножко по-другому, чем вы думали.
не переживайте, а наоборот радуйтесь. Такое впечатление, что под контроль вашей жизни, да, ваших действий, ваших каких-то свиданий, поездок, реализации себя и своих вот этих планов, да, идет, ну как берется Вселенная. Вот так хочу здесь сказать. Берется Вселенная, свет. Это значит, что ангелы будут очень сильны в эту неделю и помогут, и подскажут, и просто, даже если вы не будете ничего чувствовать такого, этакого, да, все равно они будут вас вести. Через каких-то людей, через какие-то обстоятельства. Знаете, эта неделя сильная. Это реально неделя сильная, энергетически. И, знаете, можно даже сказать спасибо. Спасибо за то, что ангелы вы есть. Спасибо за то, что Вселенная на моей стороне. Спасибо за то, что я живу. И вы будете жить долго. Серьезно, посмотрите, какой путь. Вот с этой недели многое, что будет налаживаться. Исправляться. Может быть, у кого-то будет резкое решение какое-нибудь там, или с кем-то встретиться надо резко, неожиданно. Или же действительно куда-то надо поехать будет. Вот вроде не планировали, и вдруг. Сейчас посмотрим. Ну, это башня, это когда резко, реально ты решишь что-то изменить. Больше как не башня. Дороги, очень успешные дороги, неожиданные дороги. Помощь от высших сил. И вы справитесь с тем, что надо. Вот то, что надо, будет в ваших руках. Сейчас. Королева кубков. Сильная такая сила, уверенная в себе. Королева жезлов. И ангелы на небе. Это послание высших сил. Это сильное послание, это реально. Реально неделя с каким-то защитным энергетическим фоном. Как над вами проводники. Такое вот. Да, будут судьбоносные поездки, где многое что может решиться спонтанно даже. Будут резкие решения. Еду и все, вот скажете так. Либо не хочу туда и все. Но важно здесь держать все-таки курс самой. Интуитивно, но самой. Полностью отключаться нельзя. Полностью быть в логических каких-то заключениях тоже нельзя. Живи, радуйся, расслабься, успокойся. То, что ты делаешь, все правильно. Вот так хочется сказать. Если есть внутренняя тяга, вот куда-то поехать, с кем-то встретиться, что-то решить, это не просто так будет дано. Это именно вот пришел момент, когда, да, тебе и подсказки будут, и ты справишься. Я вижу встречу у вас с женщинами, с которыми будет решаться какой-то вопрос. Я вижу встречу в компании, где тоже будете обсуждать что-то, как будто бы вот ни о чем, но очень много важного вы услышите. Вижу поездку, где вы встретитесь с духами, с душой, и не одной душой. Можно я скажу, да? Вы на кладбище или были недавно, или будете? Вас будет слышно. То, что вы будете говорить, вас будут слушать. Слышать. Услышат. Поймут. Здесь какое-то прощение идет. Либо вы поминать кого-то будете дома. Помин сделаете. Ну, вот такое я вижу здесь по этой карте.
Встреча будет. Здесь по эмоциям посмотрим, но встреча будет такого личного характера. Что-то кто-то вам скажет, и вы расслабитесь наконец-то, потому что в напряжении есть что-то такое вот личное, что-то личное. Смотрите, у кого-то это личная боль за кого-то, за здоровье, и вот как разрешится этот вопрос, и будет большая надежда на исправление. Но высшие силы с вами. Как будто здесь действительно как помощь идет с небес. И любовная встреча будет. Вот любовь, вот такое вот чистое, красивое что-то, как тоже как исправление. Ну, посмотрим по эмоциональному фону. Опять это разговоры, разговоры, разговоры. Интересная неделя. Но единственное, что вот уточню и еще раз скажу по всем этим энергиям, не надо полагаться на всех полностью. Да, можно слушать, можно приходить к какому-то решению с помощью каких-то людей, да, успокаиваться от их слов, это прекрасно. Но все равно полностью полагаться на других не надо. Знаете, ваш внутренний свет, он очень ярок. И вот этот свет внутренний на этой неделе будет пополняться силами на будущее. Откройте себя в каких-то ситуациях. Где-то наоборот не проявляйтесь. А вы поймете. Эта неделя будет неделя подсказок. Вы поймете, поэтому перегружать себя на будущее, ну ни в коем случае не стоит. Это, например, вы сейчас смотрите расклад и думаете, вот все, так, вот тут, вот так и так. Нет, идите, все идет своим чередом. Живите, радуйтесь. Но по раскладу будьте уверены, что эта неделя просто вот супер неделя с энергиями, с этими. Для вас очень сильные энергии идут. Очень сильные, действительно. Вы себя обретаете, вы находите пропажу, вы находите какие-то нужные изменения, вы выходите на какое-то новое, на что-то новое. Как через какую-то темную дыру проходите. Дальше давайте, да? Очень необычный расклад. Часто так бывает. Не просто по делам каким-то, да, что вот то такой человек, а именно энергетически очень сильно. Даже здесь по императору общая карта, да, общий фон, он сила, но он сам в себе, этот император. А от карты для всех послание: все в моих руках. Все, не знаю, такое вот я знаю и я сделаю. У меня все получится. Давайте финансы посмотрим на следующей неделе. Может, здесь все будет более бытовое, да? Так, ожидания. Ну, ждите. Ждите чего-то, ждите. Сейчас другую колоду еще возьму. Ждите, ждите. Ну, неделя баланса денег, можно сказать. Неделя баланса. Есть такое, что либо тебе помогут с финансами, потому что очень надо, и ты будешь рад, либо ты кому-то отдашь и наконец-то успокоишься. Либо долг будете отдавать, либо помощь какую-то, да, оказывать, вложение в какой-то общий фонд, может быть, будет. Но, знаете, здесь не перебарщивайте. Здесь все вот в свое время и в свою, в свою силу. Вот такое тоже, даже по деньгам идет. Если нужна помощь, она будет. Она будет, вас как будто вытащит. Действительно будет помощь хорошая. Если вы кому-то должны, допустим, отдать что-то, да, кто-то придет и будет издалека смотреть. Но разберетесь с этим вопросом, все, слава богу. Помощь, вложения ваши.
Будут спонтанно, неожиданно, тоже не теряйтесь. Надо, значит надо, нет, значит все, закрываете, в другой раз отдадите что-то или поможете, или подскажете. Но я вижу здесь, что вы уже помогали. Недавно. Вы уже просто так вложились, либо помогли кому-то именно вот финансово, перечислили какую-то сумму. Вот кто-то из вас точно. Кто-то может быть на, как бы на пороге этого, да, но тоже смотрите, надо оно вам или нет. Здесь многое от вас зависит. Подумай, и ты решишь. Если вы должны помочь кому-то, но не станете. Восьмерка жезлов. Ну, здесь ангелов много, здесь подсказка будет. Если нет, значит ангелы подсказывают, не надо туда лезть, там все хорошо. Ангелы подсказывают. Не надо туда лезть, там все хорошо. Если вы почувствуете, да, надо, не переживайте. Отдавайте, высшие силы вам вернут. Обязательно вернут. Какая-то вот такая вот неделя. Ну, давайте карты просто по-простому. Что по поводу финансов? Так, будьте аккуратны, можете потерять. Может кто-то, кстати, вот эта карта воровства. Да, будьте аккуратны по поводу денежек, следите, где кошелек, как сумку несете в маршрутках там или по магазину, да. Будьте аккуратны по поводу работы, чтобы вас не знаю, подсидели там или не забрали идею у вас какую-то, тоже вот это можно сказать. Потом выбирайте специалистов, к которым хотите обратиться, тоже по финансам. Угу. Чтобы не сильно переплачивать, потому что больше к вам придет по энергиям недели правильный ответ, нежели там, где дороже, там лучше. Нет. Уж извините, но по картам так. А там, конечно же, смотрите сами. По картам именно так, как подсказка идет. Не беги за чем-то дорогим, потому что не обязательно ты выиграешь в этом. Ну, как-то так. Бытовое. Бывает так. Любовь опять, деньги, подарки. Ждите подарков. Возможны, очень даже возможны подарки. И даже такие, что придет откуда не ждали. Откуда не ждали. Знаете, здесь поток энергии денег, да, он не про большие какие-то деньги, а больше как про выравнивание энергии денег, чтобы вот нормализовалось что-то и пошло своим чередом. Где-то так, где-то так. Но вы решите все вопросы. Вы решите все вопросы. Просто не бегите за чем-то большим. Остановись и подумай. И возьмешь то, что твое именно. И будешь очень радоваться. Знаете, такой даже совет тут идет по картам. Будь в потоке. Вода на плече. Будь в потоке. Не зажимай и не раздавай бездумно. Серьезно. Не зажимай и не раздавай. И так бездумно не делай. Все будет как подсказка. Ты поймешь, ты сделаешь и не переживай наперед. Денежки получите попозже. Перечисление денежное, скорее всего, будет задерживаться, либо придет не в полном количестве какое-то, но спонтанно что-то все равно будете получать. Или подарки, или там какие-то тоже выплаты. Но, знаете, вот действительно, как поток денег, он придет больше после 19 апреля. Там может зарплата уже быть, там может уже полностью дорассчитается с вами кто-то, либо вы уже поставите точку. Но эта неделя, она как будто закладывает этот фундамент. Вы как будто поднимаетесь на вершину и будете видеть, что делать и когда. Ну, как-то так. А давайте еще, если все-таки какое-то ведьминское будет, да, потому что часто спрашиваете. Тройка мечей. Королева мечей. Ну, это все в ваших руках. А ну, третья карта. Высшие силы с вами. Там ангелы выходили. Ну, вот не там, а
в этой колоде на небе, да, я показывала, и это 20-й аркан. Это тоже, ну, такая вот сила, которая все складывает воедино. Вам будет подсказка, кому давать, кому нет. Если тройка вышла, что вы хотите сказать? Мне не нравится тройка. Вот это вот. Тройка мечей — это разбитое сердце, это слезы. Но и в то же время мечевая королева. Да, вы можете поплакать из-за чего-то, но и в то же время по 20-му аркану вы можете и не плакать. В чем дело, карты? Вы чего-то ждете, что ли? Кого-то ждете? Но это тоже связано и с финансами, и с нервами. Вот как будто вы переживаете. Может быть, из-за болезни кого-то или даже своей. Не переживайте, высшие силы с вами. Все, слава Богу, и дай Бог, будет хорошо. Все будет хорошо. Может быть, по вложению в какую-то идею, или у вас проблема, как урезается поток денежный, как будто вы вкладываетесь еще больше, а денег еще меньше идет, потому что меняется что-то. Ничего, все встанет на свое место в свое время, все еще впереди. Не надо переживать, не надо на сердце брать. Вы королева мечей, вам надо отдохнуть и успокоиться. Отдохнуть, где она тут вот, и успокоиться. Потому что высшие силы с вами. И к вам идет любовь и успокоение. К вам идет человек, который вам поможет. И будет, как бы, знаете, вот обнимать и говорить, все будет хорошо, и так и будет. Высшие силы откроют пространство, духи, души, да, они будут тоже рядышком в эту неделю. Услышат вас. Можете просить, вы будете услышаны. Любовь просить, финансы просить, успех просить, здоровье просить. Вы будете услышаны однозначно. Ну, дальше давайте. Так, эмоциональный достаем, да? Посмотрим, что тут. Ох, троечка. Праздники, может быть, и будете какие-то праздновать или просто так без повода собираться, да. Видите, может быть, отмечать рождение, день рождения, да, вот может ребенок у кого-то родится, будете поздравлять, или даже у вас у кого-то, ну, вот расклад общий. День рождения может быть такое, поздравляю вас от всего сердца, реально все хорошо будет, все хорошо будет. Может быть, какое-то повышение, может быть, какое-то, знаете, это теплая карта. Вот сегодня эта карта теплая, она чувствуется. Встречи, общение, легкий флирт, радость — это все ваше. Возможно, возвращение кого-то из прошлого будет. Вот даже не то, что возможно, а вот как будто бы обязательно, вот как будто вы получаете тоже с этого какое-то удовольствие, да. Вот. Если это не удовольствие, если это плохо, но опять же, по всем, ну сейчас я возьму ту колоду, посмотрим, по всем энергетическим энергиям сегодняшнего расклада, ну да, тройка мечей, даже тут, да, вышла сразу же. Ну, то, что я сказала, так она и вышла. Если это будет не по сердцу, если не хотите что-то из прошлого увидеть, конечно, будете на сердце брать. И опять карта говорит: да не бери ты на сердце, захлопни ты перед этим человеком дверь. И все наладится сразу. Так, кстати, раз эти карты вышли, может быть, проявится человек из прошлого. И не обязательно это мужчина или женщина по отношениям. Это еще кто-то может быть. Это может быть ваша сестра, это может быть ваш брат, это может быть дядя. Или какой-то друг, который когда-то навредил вам. Или сказал очень что-то болезненное. Вот такое вот, ну то, что вот на сердце взялось. И знаете, здесь... Сейчас я другую хочу колоду взять. 78 дверей. Я хочу вот с этой колоды посмотреть по поводу вот этого человека, потому что это же тоже эмоции. Ну, это может переписка. И, кстати, по этой карте, да, дорога к вам. Как будто кто-то запланировал.
хочет ситуацию между вами, которая вот не очень хорошая, как разрешить ее убрать, потому что кто-то очень страдает по поводу вас, но вам это уже не надо. Вам хочется уйти из этого. Да, кто-то страдает, кто-то переживает, кто будет просить прощения. Может быть, энергетически захочет сбросить на вас еще больше негатива, но только потому, что одиноко самому, только потому, что он сам понимает, этот человек, что он ошибся. И да, может принести в вашу жизнь еще больше подвешенных ситуаций, какого-то, знаете, как хочется убежать куда-то, спрятаться, чтобы никого не слышать, и вообще перевернуться с головы или с ног на голову, да, или куда-то действительно как уйти. Но карты говорят, у вас открытые дороги. Да, возвращение может быть. Эмоционально вас может потрусить. Но по тройке кубков не бери в голову. Не бери в голову. Это как раз тот момент, когда ставится какая-то последняя точка. Либо вы вместе и возвращаете отношения дружеские, родственные, любовные, да, либо вы расстаетесь, уходите. Восьмерочка кубков — это либо приходите, либо уходите. Но это как раз наконец-то то время, когда вы определитесь чисто вот потому, что энергия так хочет. Для того, чтобы открыть новые пути и новые знакомства. Ну а как без этого? Надо что-то новенькое тоже, чтобы было, да, чтобы радости побольше было. Вот это в вашу жизнь идет. Вот это в вашу жизнь идет. Так, что еще карты скажут по поводу эмоций? Туз кубков — это новые горизонты. Ну да, это и встречи, и общение, еще раз хочу повторить. Будет такой легкий флирт, радость, хочется на этом зациклиться, да. Это неделя, где вы можете почувствовать, что вы не одна, вы не один. Но, знаете, это больше про радость момента, чем про серьезные решения. Вот с самого начала, то, что я увидела, еще и гексаграмму эту будем читать, может быть, там что-то будет немножко по-другому, все разберем, да. Но реально, это радостные моменты, это может быть даже и болезненные моменты, которые тут же уйдут, потому что откинем их, да. Но это не серьезные решения, не надо. На этой неделе расслабьтесь. Все будет в свое время как надо. И подсказочки будут, и открытые глаза ваши будут, да, когда ты не знаешь что-то, но наконец-то понимаешь. Вот как раз то время, как раз то время. Ну, давайте посмотрим вот острые моменты. Так, острые моменты. Десятка мечей. Ну вот где подвох. Можно так сказать. Все-таки тут не зря троечка выходила. Да и здесь тоже есть что-то. Есть. Вот смотрите, какие карты. Все хорошо, да? Но есть что-то. Такие острые моменты будут. Но раз эта карта показывает, значит, это можно избежать, обойти, не допустить. Если бы она не вышла, а тут были какие-то зацепочки, ну то, что вот мы увидели, да, значит, да, можно было спотыкнуться и нечаянно впустить в свою жизнь. А здесь вот подсказка. Ты не впустишь это, потому что ты это знаешь через расклад, через то, что силы сильные хотят тебе сказать. Да, здесь есть подвох. Могут быть споры, которые вас будут выводить. Могут быть недопонимания, и тебе захочется на судьбу даже наговорить там и расплакаться. Могут быть люди, которые будут пытаться доказывать свою правоту, а вам это совсем не надо, естественно. Кто-то может вести себя некрасиво, не аккуратно, не там как-то, ну вообще не. В общем, не. Вот. Но самое важное по этой карте — не входить в эту борьбу, где нет смысла выигрывать. Вы и так в выигрыше. Угу. Вы и так в выигрыше. Кстати, иногда победа — это уйти и сохранить себя. И вот это ваши верные и сильные слова сегодняшнего расклада. Вы — это вы.
И победу вы свою получите, и радость вы свою получите. Просто иногда надо уйти и сохранить себя. Но моменты вот это неприятности, да, могут быть на неделе. И, кстати, по этой карте либо посещали, еще раз скажу, либо пойдете, да, на кладбище, либо будете поминать кого-то. Может быть, это подсказка, надо это сделать, чтобы ангелы вас услышали с небес, ваших родных предков, еще кого-то, да, ну, родных душ. Ну, как-то так. Чувствуется и присутствие, чувствуется очень. Вот так вот. Что еще карты скажете? Дорога. Высшие этих ангелы, да, вот они рядышком тоже и в этой карте. Это 8 жезлов, это разговор, это когда вы просите и вас слышат. Это разговор с людьми по поводу каких-то дел. Так что не перебарщивайте. Если кто-то будет что-то говорить не очень, улыбнитесь и отвернитесь. Выяснять в довесок кому-то, кто начнет что-то, да, доказывать, выяснять не надо. Просто улыбнитесь, послушайте, он сам будет труситься, этот человек, а вы будете радоваться. Ваши дороги, они классные, они хорошие, они чистые, и они будут. Вот так карты говорят. Даже по вот этой карте, через эту карту, да, вы все равно идете на свою хорошую дорогу. Это неделя больших перемен. Но в эту неделю надо будет действительно задуматься над тем, а что делаю я, а правильно ли я делаю. Попросить, и будете услышаны. Вам будет ответ. Вам действительно будет ответ. Знаете, вот по последней карте здесь можно даже сказать, как бы это еще не финал расклада, но надежда, внутреннее исцеление, ощущение, что вы на правильном пути, это вот стопроцентная энергия следующей недели. Вот это вы в следующей неделе. Даже если что-то будет непонятно, внутри вас все равно появится тихое, такое вот, знаете, как будто вы даже скажете себе, все складывается так, как надо. Это хорошие. О, опять эта карта выходит. Это общий посыл недели. Ты проходишь не просто событие, да, башня такая. Вы проходите настройку судьбы. Через тишину, через знаки, через людей вы поймете и возьмете свое. Поэтому я говорю, эта неделя не просто неделя. Она насыщена энергией с параллельного мира. Давайте я вам так даже скажу. С параллельного мира. Вот-вот. Так что живем и радуемся. Правильно? Правильно. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Вот эти давайте сейчас прочитаем. Так, это у нас послание стихий, 6 воздуха. Информация, знание, обучение. Владеющий информацией владеет миром. Ищите знания. Ну, по карте, да, я могу сказать, что ищите знания на этой неделе, понимание. Но смотрите, не включайте знания прошлого сильно. Вот как раз-таки не включайте ту логику, то состояние, когда вы знаете, да, вы правы во многих ситуациях, это однозначно. Да, вы можете доказать, да, вы можете переплюнуть кого угодно, да, вы можете везде открыться, помочь и наоборот забрать. Вы умеете это, реально умеете. Но эта неделя, она больше как ищите что-то новое. И вы поймете, как быть дальше, чтобы не упустить возможность на какие-то нужные шаги, исцеления, на какие-то правильные возможности. Это неделя воздуха. Где-то будет информация, какие-то знания получите, где-то вы научитесь, реально обучение идет чему-то новому и в жизни, в быту, да, и в подсознании. Это ваш путь.
И это ваша энергия, которая будет у вас увеличиваться и совершенствоваться. И даже вот по этой карте здесь сила, хорошая сила. Но владеющий информацией владеет миром через расклад? Да, подсказки. Плюс еще будут и без этого расклада вам подсказки. Миром. Ой, дай бог мира, да? Сильного, настоящего. Ну, давайте посмотрим, что карта гексаграмма скажет. Постоянство. Карта постоянства. Когда под ногами зыбкий песок, помните о твердой земле, которая ждет впереди. Я говорю, вот, да, у вас может быть состояние, что сейчас как-то зыбко, как-то неправильно, может быть, или а вдруг я упаду, а вдруг что-то произойдет, что испортит в моей жизни что-то, да? Твердая земля впереди. У вас идет путь, действительно идет. Вот он какой жезловый, такой яркий путь. Ну, читаем. Вы сами не знаете, чего хотите от жизни. Бывает такое. Иногда знаешь, иногда нет. То вы бежите за 2 зайцами сразу, то игнорируете даже одного. Вот так карта говорит. Такая неопределенность в мыслях и чувствах через 2 месяца может привести к неприятностям. Ну, карта как бы на неделю, да, можно сказать и про 2 месяца. Вот. Но можно и сказать к концу недели. Так что вот эта неопределенность должна как-то уравновеситься, да? Чтобы не попасть в неловкое положение, старайтесь держаться подальше от случайных связей и не давать повода для сплетен. Ну, есть такое, да? Как карты вот все говорили, успокойся, больше улыбайся и отворачивай людей от себя, которые несут какую-то гадость. Вот так вот. Также возможны затруднения и в денежных делах. Ну, есть что-то, есть такое немножко. Но все равно вы как будто бы, если вы будете в норме такой, да, вот в норме, не вниз, не вверх, как говорится, прыгать, то вы справитесь, вы исправите эту ситуацию, и у вас открытые пути по поводу финансов идут. Новые проекты начинать сейчас не стоит, эти карты тоже говорили. Ждите, пока ситуация не изменится. Запаситесь терпением, ваше желание исполнится, но до этого еще далеко. Ну как далеко? Либо к концу недели, либо действительно на следующей неделе. С одной стороны, да, по раскладу может и далеко, не с самого начала недели будет. Но и с другой стороны, как бы расклад на неделю, поэтому все равно ждите своих перемен и исполнения желаний. Обязательно оно будет. Оно будет. Но запаситесь терпением. Вот, например, хотите, чтобы во вторник, допустим, да, вот то-то и то-то случилось, а оно в пятницу будет. Вот так может быть. Может, хотите уже с понедельника что-то открыть, но не открывается. Дело какое-то, опять же, встреча какая-то, да? С кем-то помириться хотите или увидеться. Не получилось. Спонтанно. Знаете, что это судьба вам дает возможность на еще лучшее исправление вашей ситуации. Значит, будет в пятницу реально, в субботу, может уже даже во вторник. Вот как-то так эта карта говорит. По-любому вы идете к твердой земле, да, вот, ну, по этой карте, к твердой земле. Так что этот зыбкий песок, он ненадолго. Это временно. Сейчас лучше успокоиться и радоваться самым маленьким мелочам. Ну, на сегодня все. Так вот, для равновесия давайте посмотрим 78 дверей, как напоследок, что еще карты скажут. Сила сильная. Вот он, карта 2 зайцев. Но вы все равно найдете свою золотую середину, и карты советуют. Да, все будет хорошо. И радость. Напоследок прекрасно. И сила, и выбор, и радость, любовь, счастье. Это все ваше. Вот в эту неделю вы набираетесь того, что вы хотите на будущее. Вы можете загадывать желания, вы можете просить, вы можете идти, вы можете даже отвернуться от чего-то, что впоследствии все равно придет к вам. Или что-то не дойдет, а потом прибежит. Обязательно прибежит.
реально вы не просто события вот несете, да, вы настраиваете судьбу свою. Но не забывайте, через тишину, через людей каких-то, да, и так, и через какие-то знаки. Все будет хорошо обязательно. Слава Богу. Все, на сегодня все. Счастья громадное, преогромадное вам. И здоровья крепкого. Следующее видео, второй расклад будет на следующей неделе. Вот, а другие расклады на будущее, на какие-то советы от Вселенной, да, еще какие-то наставления, либо даже я притяну энергию на исполнение чего-то очень важного, да, что вот если вы посмотрите, я хочу, если этот расклад сделать, когда очень сильная энергия, я очень хочу принести какую-то пользу даже, потому что, ну, это сила сильная. Когда чувствуешь энергию и вкладываешься, и вкладываешь ее для вас, да, вы сами потом прочувствуете, как же вам будет, слава Богу, хорошо. Потому что иногда действительно чувствуешь упадок, чувствуешь боль, чувствуешь слезы постоянно, чувствуешь страх. Вот такое, ну, хочется же в радости почаще быть. Поэтому оставайтесь со мной. И всегда за ваши комментарии, которые вы такие чистые, честные и мягкие, добрые пишете, да, я всегда в миллион раз больше прошу у Вселенной для вас. Вот серьезно. Ну все, на сегодня точно все. Живите, радуйтесь и будьте здоровы. До следующего видео.